Зарождение идеи– это волшебный процесс, в котором простое озарение превращается в начало чего-то великого. В этот миг ум пробуждается, соединяя разрозненные мысли и эмоции в единое целое. Как искра в темноте, идея пробивает темные облака неопределенности, открывая новые горизонты и возможности. Это мгновение вдохновения, когда возможное становится видимым, а мечты начинают обретать форму. Именно здесь, в самом начале, закладываются основы для будущих достижений и преобразований. И каждое великое начинание начинается с этой первой, чистой мысли. Так родилась и моя идея восхождения на самую высокую гору в Германии в свой 24-й день рождения. Я начал с поиска информации. Как выяснилось, есть 6 вариантов путей, 2 из которых берут начало в Австрии, поэтому я сразу отмел их. Остальные 4 делятся на разные уровни сложности и стартуют в Германии. Я решил выбрать один из самых сложных маршрутов. Его длина составляет 10 километров, а набор высоты примерно 2300 метров, из которых 1600 – это подъем по Виа Феррат, узким тропинкам и отвесным скалистым участкам с проложенным рядом металлическим тросом для возможности использования страховки. Маршрут представляет собой альпинистское восхождение, включающее как скальные участки, так и ледовые, что делает его сложным и требующим не только хорошей физической подготовки и координации, но и качественно подготовленного снаряжения, чем мы в этом случае пренебрегли, но об этом позже. Я приехал к родным в Аугсбург, и следующий пункт – это инвентарь. Короче, закупили, значит, шлем взяли, я взял кружку. И осталось нам купить, короче, эти ремни для скалолазания. Максу взяли рюкзак. Такой вот рюкзак. Нашел на местном Авито объявление, поторговался. Хороший комплект, по хорошей цене. Пойду покупать за 15 евро себе страховочный пояс. Все, в общем, купил я. Чуть-чуть попозже покажу, как это все сидит. Такая милая девушка, блин, вот такие вещи, какие-то спортивные и для спорта предназначенные. Покупаешь всегда у людей, которые максимально какие-то добрые, открытые, позитивные. Вообще обожаю. Примерим покупочку. Оп. Сюда будут держатся карабины и поддерживаться. Сюда будет 2 карабина. Чпонька на трос. И все это дело будет меня держать. В случае чего, надеюсь, мне это не пригодится. Так, если вкратце, ситуация следующая. Вот наш пациент, рюкзак, да, мой помощник, друг, товарищ. В общем, делаем вот так вот. 20-ка, да? Но это плюс камера у меня в руке, которая весит еще почти 1,5 килограмма. Еще плюс бутылки вон те снизу, 2 штуки. И еще еда. Ладно. Таким образом получается, что рюкзак выходит очень тяжелым. И с таким рюкзаком лазать по скалам просто нереально. Поэтому пересобираем. Буду сейчас что-то думать, выкладывать, потому что это слишком много. Мы пока что идем закупаться, потому что у нас теперь есть все. У Макса еще нету карабинов. Сейчас надо будет купить пару карабинов и закупиться на завтра. Купили карабин. В целом хороший карабин. Мы уже почти в магазине.
Сейчас пойдем немножечко закупимся. Мюсли, батончики всякие злаковые. Мюсли пачку взяли на утро, и там с вишендурик это есть. Бананы тоже взяли. Сколько там, кстати, мы взяли? Килограмм бананов. Кешью, плюс у нас есть дома грецкие орехи. Веганские взяли эти. Короче, филе какое-то, знаете, типа куриное. Я просто веганю уже 4 месяца, эксперименты. Поэтому взяли веганскую. Ну, эти взяли дошики, короче, и шоколадку 85%. Должна быть мощная. Короче, как-то так. Да, и вышло все на... Да, 18 евро. Как обычно, у нас минута до поезда, Макс. Все, пока, мама. Все, выходим. Макс, я побежал догонять. Короче, все, едет лос. Мы, короче, погнали. Рюкзак получился в итоге 17 килограмм примерно в каждом. С едой, с водой, с одеждой. Короче, минута. Макс, быстрее! Минута до трамвая, чтобы не опоздать на поезд, блин. Быстрее, Макс, вот наш едет. Автобус! Нам надо успеть вот этого чувака. Погнали! Ю! Начинается наше путешествие. Садимся в поезд. Залетаем. Отлично. Место наверху нашли. Схаживайтесь, челудой маловик. Предпоследняя пересадка, Мюнхен-Пазинг. Едем до Гармиш-Партенкирхен. Там потом пересядем на маленький региональный поезд. И все, и оттуда уже будем стартовать. Последняя пересадка перед нашим восхождением. Мы сейчас в Гармиш-Партенкирхен вышли. Здесь очень красивые виды. Сейчас покажу, как выйдем с вокзала. Вокзал уже обалденный. Что скажешь, Макс? Спонж хочу. Опять же. Включай, не пали. Перекус таксисточек. И это. Плов. Свет в конце туннеля.
Лайфхак, мы прошли сколько? Километра, наверное, 3? 3,5-4. Ноги уже подзабились. Действенный лайфхак уже проверяли. Короче, надуваемся быстро. Делаем вот так вот. Вот так вот. Сейчас ноги будут просто как новые. Вода ледяная. Горная. Она ледяная просто. Так, сейчас, секунду. Дайте мне немножко собраться с мыслями. Блин, уже реально. О, какой кайф. У меня ноги как будто вообще сейчас полететь готов. Все, давай, ты следующий, Макс. Погнал, молодой! Давай, 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 ты можешь! Ты тоже, чтобы... Ага. Да, давай, я тебя поддержу. А ты как вообще держишься? О, ноги просто отвалились. Все хорошо. Так, мужской взгляд, сила духа. Держим хватку. Все нормально. Так, ну что, доброе утро. Время 6 утра. И сейчас встаем, собираемся, завтракаем и в путь. Ты восстановился? Я в целом чувствую себя хорошо. Я спал замечательно вообще. И было и тепло, и хорошо. И влажно так, но... Мы сегодня задержались, мы хотели встать в 5 утра. В итоге было темно, немножко, переждали. В 6 часов встали, пока покушали, пока все собрали. В общем, время почти 8, мы выдвигаемся. Примерно 14 градусов. Вот, так что... Go! Да, в общем, мы уже подходим к самому главному пункту нашего маршрута, практически самому сложному. Рядом тут со скалами. Такая вот красота. Там водопад у нас. Все, больше нет. И он меня атакует вообще. Вообще атакует. Он мне не дает проходу. У меня все, яблок нет. Чувак. Вон туда смотри.
Прикинь, понимает он? Если не останавливается. Высота 2200, нам еще 800 метров осталось подняться, покажи ледник. Здесь уже прям ветерок подувает, такой очень холодный. Пар изо рта, холодно. У нас кошек нет. Пойдем сейчас как-то. Храбрые идут на пролом. Они ищут опасных возможностей. Их жизненная философия, философия скалолаза, каскадера, серфера, альпиниста. И не только снаружи они скользят по волнам, но и во внутренних морях. И не только снаружи они взбираются на вершины Альп и Гималаев. Ищут они и внутренних вершин.
вот справа. О, какой тут видок. Вообще. Вау. Это просто нереально. Ох, эти последние метры. Самые тяжелые. Ты осознаешь, что осталось совсем немного, видно вершину, но ноги начинают просто отказывать. Ты ощущаешь нехватку кислорода, потому что твой организм не привык. Ты чувствуешь жажду, потому как выпито было всего 3 глотка воды за последние 500 метров. Но вершина близко, и ты идешь, несмотря ни на что, не останавливаясь, делая последний рывок. Долгожданная вершина. Голова настолько чиста, что просто нет слов. Только спустя несколько часов придет осознание совершенного. Появится чувство гордости, ощущение, что я способен достичь всего, что захочу. Достаточно лишь поставить цель и начать действовать. 2963 метра. Мы это сделали, мы молодцы. Все, можно возвращаться. И кажется, что вроде хэппи-энд, все классно, но давайте взглянем на это восхождение с холодной головой и без лишнего романтизма. Во-первых, о чем мы узнали только перед самым началом скалолазного участка, наш паракорд с карабинами абсолютно не подходит для страховки на скалах, так как в случае падения он просто не выдержит резкой нагрузки и порвется. Должны быть специальные тросы с демпфирующим элементом, они растягиваются в случае падения и гасят нагрузку. Во-вторых, у нас был слишком большой и тяжелый рюкзак. Я часто не мог нормально развернуться в узких местах и пролезть по страховочным тросам. Постоянно цеплялся им, а вес тянул назад и дисбалансировал. Благо хватило физической подготовки, чтобы все это вывести. Третье, это то, что у нас не было кошек на леднике, но также было опасно. Я там еще и на дрон снимал, пока шел по узкой тропинке. Теперь о грустном. За день до нашего восхождения там разбился насмерть 43-летний мужчина. Он был опытным альпинистом, но подскользнулся. В вертолете, который увидели в видео, был как раз спасательный поисковой отряд. По нашим наблюдениям, летавший там около часов 4, мы видели, как он пролетал с телом, подвешенным снизу. Да, вот на следующий день после нашего восхождения в горах была гроза, и недалеко от вершины молния убила молодого 18-летнего паренька. Он, несмотря на погодные условия, решил дойти до вершины с смотровой площадки. И все, ему это стоило жизни. Рассказываю все это для того, чтобы было какое-то адекватное понимание риска, если вы решитесь на подобный шаг. Пожалуйста, не экономьте на безопасности и изучите погодные условия. Лично я впредь буду бдительнее подходить к таким вылазкам, потому что жизнь куда дороже, чем пара сотен евро страховки. Такие дела. Всех обнял. Берегите себя и будьте внимательны. Не хотел заканчивать видео на такой грустной ноте, но в какой-то момент, ползя по скале со страховкой, которая в случае чего не спасет жизнь, я вдруг снял те розовые очки, с которыми приехал. Откровенно говоря, я давно не испытывал это ощущение ценности жизни.